Привет, народ! Вот и финал. Финал очередного крупнейшего музыкального проекта в нашей стране, в котором принимала участие не менее крутая и признанная во всем мире юная артистка, любимица публики Диана Анкудинова. Я рад, что на протяжении всего этого времени вы были вместе с ней. Вы были вместе со мной, и я тоже этому очень рад. Я рад тому, что все мы были вместе друг с другом. В последнем туре у Дианы категория «Свой выбор». И чем же в этом случае она решила поразить людей в последний раз? Знаете, такую Диану вы еще не видели никогда. Говорю вам это как непосредственный свидетель. Depeche Mode, Personal Jesus. Смотри эту реакцию, так как она выйдет позже прямой трансляции финального выпуска, вы уже будете знать все абсолютно. Содержание, итоги и так далее. Так что не будем ломать комедию. Глядя мой анонс, глядя на название этого ролика, глядя на превью этого ролика, вы теперь в курсе, что я знал этот результат еще до того, как вышел самый первый выпуск шоу Мозгона на телеэкраны. Так получилось, что я был на съемках финала, а соответственно был свидетелем всего, что происходило. Если честно, было тяжело нести в себе эту радость в отношении Дианы и не смочь поделиться с остальными. Но мне каким-то образом это удалось. В связи с этим, наверное, стоит наконец ответить на основные вопросы, которые у вас прямо сейчас возникли по поводу шоу. Но я отвечу на них в процессе того, как мы будем слушать эту великолепную композицию. Вперед! Вы не представляете, насколько это круто вживую. И первый, и, наверное, самый главный вопрос от вас: поют ли на шоу Мозгоне вживую? Или все это фейк, злая фонограмма, теории заговора, как любят вбрасывать некоторые? К счастью, врать мне не придется. От всех артистов на сцене абсолютно чистые, живые исполнения. То, что для телеверсии происходит небольшая постобработка с добавлением бэк-вокала, фоновых звуков природы, например, еще каких-то других. Ну, извините, это делают всегда и везде. Это называется сведение звука. И оно требуется, чтобы этот самый звук потом нормально отображался на каждом вашем устройстве. Так что все поют вживую, и это ясно для каждого буквально, кто обладает хотя бы минимальным слухом. Это было слышно даже в телевизионных трансляциях. Тем более участники это еще и отдельно демонстрировали в некоторые эпизоды. Второй, не менее важный вопрос: как происходит сама съемка? Ну, как и любая в любом другом месте. Куча камер, аппаратуры, работники снуют то там, то сям в перерывах. Участник поет, его записывают, затем участника комментируют, это тоже записывают, а после чего поет следующий, и так до самого конца. Приглашенный гость, конечно же, тоже высказывается. Немало материалов не попадало в итоговые версии. Иногда заслуженно, иногда спорно, иногда вообще необъяснимо. Но сделано это было в первую очередь для того, чтобы уместиться в хронометраж. Оставить только самое важное.
Вопреки телевизионной версии, которая без учета рекламы длилась где-то 1,5 часа, сами съемки — это труд крайне непростой, скажу я вам. Даже мне, как зрителю, было тяжело высидеть все это время. Вот финал, например, записывался аж до 1:30 ночи. При том, что подготовка началась где-то в 3. Визуал потрясный. Напоминает Путь, кстати, чем-то. Особенно тяжело участникам, которые выступают в конце. Это уже и моральная усталость, и подсевший голос, как говорила Диана, преимущественно от смеха. При этом у каждого артиста ведь и свой рабочий график, и до, и после еще какие-то съемки, другие дела, постоянная загруженность. То есть времени даже поспать не всегда удается найти. Так еще и Диана... Кто-то мог не знать, хотя она вроде бы сообщала об этом в Инстаграме в тот момент. Как раз во время вот последних выпусков была простужена и пела с больным горлом. За что ей просто безмерная похвала и уважение, учитывая, какого результата в итоге она добилась. Третий вопрос. Каково это находиться в студии? В этой обстановке, среди всех этих людей? Круто. Честно признаюсь, очень круто. Студия классная, небольшая, не маленькая, но супер стильная. Сама же сцена кажется просто огромной. То есть где по-настоящему развернуться. Посередине тот самый громадный экран, который вы наблюдаете по телевизору большую часть времени, и на котором отображается наибольшее число эффектов во время номеров артистов. На 2 боковых экранах транслировался VR и крупные планы. То есть зрители в зале уже приблизительно понимали, что получится в итоговых версиях телевизионных. Как, например, в номере Костюшкина сегодня. Вокруг куча работников, которые оперативно подготавливают сцену, реквизит, всячески помогают артистам. Диктор дает объявления, указания, командует. Все профессионально, отработано до мельчайших деталей. Очень было занятно наблюдать за тем, как все это создается для конечного зрителя. Четвертый вопрос касается самих участников. Их ложи в виде пирамиды, на которых они восседали, находятся напротив сцены. Я сидел совсем рядом, поэтому мне было всех и все хорошо слышно и видно. И вот вопрос. Участники, ведущие, гости. Мы их видим на самом деле очень часто. Практически каждый день, но видим только издалека. Через экраны или максимум вживую, поодиночке на их концертах. Вот как оно на самом деле? Каковы они в обычной обстановке? Замечено ли что-то специфическое?
скажу вам так. Конечно, у всех на сцене свои образы, своя манера поведения, свой имидж. Но все эти люди, в сущности, как и мы с вами, в промежутках, когда они не поют, то шутят, рассказывают байки, дурачатся, озвучивают какие-то важные вещи, переживают, испытывают эмоции. Проще говоря, ведут себя как люди. Какой еще ответ вы ожидали? Костюшкин, конечно, выделяется с хорошей стороны. О, да! Как и заверяла публику Диана, атмосфера на шоу приятная, дружеская, и этот проект был создан совсем не ради конкуренции, победы и там всего остального. Во всяком случае, для Дианы так точно. Она была очень расстроена и даже заплакала, когда все подошло к концу. Вы представляете, насколько важен для нее был этот проект со всех точек зрения. Он также был важен и для всех остальных, кто принимал в нем участие. Для каждого по-своему. В том числе и для зрителей, конечно же. Здорово, что шоу Must Go On получился таким, каким получился. Здорово, что он вообще был. И мы будем по нему скучать. Я так точно. Как такое может не нравиться? Я уверен, что вы просто в восторге, народ. Кто же наш личный Иисус, вот как вы думаете? Если не мы сами, то это только Диана. Народ, все, что скажу, вживую это просто пушка. Совсем другие эмоции. Да, по телевизору круто, но прям увидеть это вот на самом деле, это не забывается. Ну просто, это навсегда. На последнем концерте Диана спела 6 песен шоу Must Go On из 7 доступных на тот момент. Ну и теперь, когда все закончилось, добавятся и оставшиеся. Поэтому вы знаете, что делать. Вы обязаны это услышать всеми возможными способами. Дианочка, браво! Просто великолепно! Спасибо тебе за все выступления на этом проекте. Спасибо этому проекту за то, что он был, за то, что он подарил нам такую Диану. И не только Диану, а вообще вот столько недель, 9 недель прекрасных. И других артистов тоже. И все эти выступления, все это замечательно проведенное время. Спасибо, НТВ. Спасибо всем, спасибо зрителям, то, что вы тоже смотрели, болели за Диану, смотрели этот канал, Дианоманию, вместе со мной эти реакции наблюдали. И это круто. Мы продолжим заниматься этим и впоследствии. Будьте уверены. Диана победила. В очередной, уже теряюсь по счету какой раз. У вас были сомнения на этот счет? Мне настолько тяжело было держать в себе эту радость на протяжении столького времени. Ну, теперь я наконец могу с вами ею поделиться. Самая ли это важная победа для Дианы в жизни на данный момент? Это на самом деле покажут дальнейшие витки судьбы Дианы. Но в том, что это было одним из самых важных путешествий, через которые Диана прошла на протяжении этих 9 недель, приобретя просто колоссальное число
подарков для себя, никаких сомнений быть не может. Важна была вовсе не победа. Важно было участие, и Диана его провела с абсолютным достоинством. Очень жаль, что нам больше не придется ждать очередной субботы. Но, возможно, это был лишь первый сезон, и в будущем нас ждет еще много нового и прекрасного. Пришло время откровений. Путь артиста действительно очень непрост, но при этом чертовски интересен как для непосредственного участия, так и для стороннего наблюдения. И Диана в нем пока еще всего лишь первопроходец, новичок. И я счастлив, что в каком-то таком пока еще непонятном виде я тоже являюсь его участником, тоже новичком. Болеть за Диану прямо из зала, как за свою родную, и рукоплескать ей во время того, как на нее постепенно спадают лучи славы от заслуженно добытой победы. Еще совсем недавно я такому подумать не мог. А теперь вон оно как повернулось. Диан, я искренне поздравляю тебя с этой победой. Я желаю тебе участия еще в 1000 различных проектов. Я желаю тебе дальнейших успехов и признания во всем, за что бы ты ни бралась. У тебя в жизни обязательно все получится. Все твои мечты сбудутся. Не забывай. А я буду рядом и поведаю обо всем этом миру. Народ, в ближайшее время я выпущу видео, подводящее итог текущему периоду творчества Дианы. Это канал Дианомания. Меня зовут Юрий, и я продолжу и дальше освещать путь этого замечательного человека по имени Диана Анкудинова. Оставайтесь с нами. До очень скорой встречи, народ.